Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара– это мое учение о Боге, встречное движение вечности. Речь идет о том, что развитие вечности, например, так, как делает Бог, в его представлении выглядит следующим образом, что Бог, который реализовывает вечность, изначально являясь вечным, со стороны внешней формы пространства, вообще внешнего пространства, видит практически то, что внешнее пространство действует аналогично, вообще говоря. То есть для Бога вообще говоря, для любого его действия, любое внешнее действие может быть подобным, если он, например, захочет. И получается, что форму статики он придает каким-то, скажем, определенным движениям, связанным лично с ним. Вот чтобы Бог выразил, например, форму вечности, да, и представил на человеческом восприятии, он должен эту вечность сначала создать всю структуру управления, события все причем, и только потом реализовать в структуре восприятия человека. То есть получается, чтобы Богу создать какое-то единичное практически восприятие человека, нужно создать всю реальность и потом еще сформировать это восприятие, как потому, что человек видит реальность глазами, предположим, да, или там слышит, а также и потому, что он формирует, Бог, саму форму его восприятия. То есть вкладывает смысл действия Бога фактически. Вот чтобы выделить смысл действия Бога в приближенной реальности, человек должен видеть вечность, которая двигается к нему. То есть одно дело, например, технологическими системами, скажем, линейного управления, двигаться в пространстве времени и делать это на логическом статусе достаточно понятным. То есть умение себя восстанавливать, здоровье имеется в виду восстанавливать, умение полностью восстанавливать какую-то иную систему и развиваться в рамках обычного критерия развития любых процессов. А другой вопрос, что можно выделить в системе именно вечного развития то, что сама вечность обладает определенными свойствами, как внешняя среда. И если вы к этой среде правильно притрагиваетесь, то вы попадаете, вообще говоря, в систему вечности, потому что вы правильно восприняли именно внешнюю характеристику и, вообще говоря, уже попали в то пространство управления. Получается, что выделение встречного движения вечности, например, к вашему физическому телу, к вашей душе, к духу, да, вообще к личности в целом, где личность проявлена в виде действия все-таки души, тела, сознания, то есть именно в виде действующих характеристик. Ведь Бог, Он тоже всегда действующий. То есть там получается аналогия подобию Богу, аналогия действует так, как Бог действует, например, в динамике восприятия человека. То есть как вообще реально Бог действует и живет, так скажем, да, с точки зрения самого Бога. Здесь в данном случае можно увидеть структуру жизни именно с точки зрения самого Бога. Тогда человек видит, что все явления реальности, так называемые конечные явления, это есть также в определенной степени проявление движения вечности или проявление вечности как таковой с точки зрения статики восприятия Бога. И вот когда вы начинаете видеть эту конструкцию, то там дальше видно, что понятие заболевания, да, искажения пространства времени, причинно-следственных связей в вечном процессе, это есть процесс, где структура вечности, она ускользает. Получается, что оптический сигнал вечности, он попадает в сверхудаленную область, и начинается искажение области, проявлено, например, на каком-то органе. И получается, что изначально, вот здесь мы как раз и видим, что изначально человек, он, вообще говоря, вечным и является. И вот когда он начинает во взаимодействии с внешними системами упираться в какие-то острые, жесткие углы, так скажем, да, то есть невыраженная в просмотровом плане или в точном плане система управления, то получается некая система заболевания или искажения событий. И чтобы не было такого, то чтобы дорога была гладкой, да, и идущей от вас она была бы спокойной, нужно, во-первых, просмотровая система духовного развития, когда вы точно видите будущую конструкцию, по возможности максимально точно. И одновременно надо учесть, что существует весь многомерный, многовариантный вообще внешний мир,
тогда получается, что достаточно внешнему миру придать характеристики вечности, и вы тогда работаете только с одной конструкцией этого мира. Зная первичную структуру мира, мир изначально все равно тоже вечен в любом объекте проявления. То есть вы понимаете действие Бога, связанное лично как с вами, так и с механизмом получения знаний вами. То есть вы можете создавать знания самостоятельно в этом случае. Зная механизм получения знаний от Бога, вы можете структуру знаний понять и создать знания, приемлемые для вечного развития всей реальности. То есть вы фактически обучаете своим действиям, фактическим действиям внешние объекты какой-либо информации, там, молекулу, макромир, да, в принципе, человека тоже. Здесь вот достаточно редкий, в общем-то, аспект управления, где человек четко достаточно уравнивается с любым другим объектом информации, потому что как только речь идет о вечном развитии, то человек может воспринять практически так же, да, и с такой же скоростью, как, например, вы делаете управление и воспринимает, там, например, микрообъект. Вот здесь вот важно выделить такую градацию, что уравниваемость человека, она не значит, что человек как бы приравнен там, другому объекту информации, а именно, что это получение сверхскорости восприятия. То есть можно взять оптический сигнал, сбросить на молекулу и ее подвинуть, да? А можно таким же действием научить там очень большое количество людей именно вечному развитию. То есть там, где в общем-то, мы видим проявление структуры вечности либо, предположим, в повторных характеристиках, то есть движение молекулы, там плюс-минус, да, две характеристики, там два слова, следующих подряд одинакового свойства и так далее, то мы получаем управление такое, что управление, идущее, например, от вас, это есть управление, где Бог уже сформировал, вообще говоря, статус событий и ваше восприятие, вот о чем я сейчас чуть раньше говорил, что вот именно форма восприятия от внешнего мира – это есть действие Бога вместе с вами. То есть вы формируете мир и смотрите на него так, как Бог на самом деле действует совместно с вами. И поэтому вот именно сформировать, в общем-то, индивидуальное, что личностное восприятие лично ваше на бесконечное развитие, это, вообще говоря, создать это развитие для Бога. А когда вы можете это видеть, то вот именно встречное движение вечности, то есть вечного развития, это есть ваш личностный путь, где вы осознаете на каждом уровне развития, что вы вечны, и осознаете это даже не путем там, как бы, что ли, органического восприятия, и так ясно, даже логически можно, не путем отличия как бы от того, что вот вы обладаете вечными силами развития, а кто-то, кто еще как бы не научился, тот как бы не обладает. Наоборот, от того, что вы естественно воспринимаете так же, как все другие, достаточно часто того, что вы этого знаете, как бы, что ли, человека, да, ну, как бы, который, например, еще не научился, да, или вы знаете того человека, который научился, и более того, вы можете увидеть между ними, может быть, даже разницу какую-то, но для Бога все люди равны. То есть получается, что изначально только то, что вы умеете, этого достаточно, другой человек это умел, как бы, ну, на уровне развития именно логического, что ли, информационного плана всего пространства, времени. То есть вы можете сказать, посмотреть в далекое будущее, увидеть, что да, вы там живете. Вот это вот приближено именно к уровню абсолютного управляющего ясновидения, то есть вы видите всю конструкцию вечности только потому, что вы смотрите на любого человека, на образ человека. И получается, что вы не фиксируете сам как бы жесткий образ, да, то есть вам не обязательно там вечное количество лет держать его человека в памяти, его постоянно там, например, оздоравливать. Вам достаточно просто как бы внутренним осознанием пройти образ человека. И вот получается, что для Бога образ человека – это он сам. То есть получается, он его имеет всегда в своей душе, и его душа построена так, что именно проход, как бы, что ли, информации, да, с точки зрения человека, через образ он дает вечное развитие, причем там, где вечность сама стремится к человеку. Вот образ человека – это есть та система, так скажем, к которой стремится уже созданная вечность. То есть все события можно рассмотреть так, что создаваемая конструкция будущего – это
там, где есть будущее, там, где есть, ну, понятно, прошлое, но и там, где есть личность Бога. То есть личность, создающая по каким-то законам, да, причинам вообще все события. То здесь можно посмотреть уже не событийную линию, не линию, например, структуры каких-то внутренних связей, а вообще как Бог создает, там, например, свою собственную реальность, внешнюю информацию, то есть внесобытийная, вневременная как бы система даже, управление, восприятие, там видно, как личность Бога создает события и вообще почему. То есть можно понять почему, потому что когда человек, предположим, ну, смотрит на другого человека, он может понять причину его действий, по крайней мере, хотя бы визуально наблюдая за другим человеком, он может сказать, что он там шьет или что-то делает конкретное, да, и почему он делает. Шьет, потому что ему, возможно, это нравится, ну и так далее. А Бог также с точки зрения внешнего наблюдения, он понятен. Когда он делает какую-то работу по производству событий, по созданию следующего уровня реальности, то это тоже понятно становится в этой системе. И вот здесь становится понятно, что вечность — это есть опорная точка, где человек формирует свое как бы место восприятия Бога, причем единого Бога, и он может понимать тогда в любой системе. То есть достаточно увидеть движение вечности к вам, выделяется достаточно жесткое, причем, как правило, это округло-овально, ну, изредка овальная, может быть, там из миллиона раз, один раз такая форма, а, как правило, очень конкретно округлая форма информации. То есть вы можете пощупать начальную форму информации, как, например, там, сферическую величину. А дальше вы можете пощупать, что из нее, в принципе, можно слепить путем переноса мысли в другую точку, там, предположим, там, треугольник, вообще любую фигуру. Дальше вы можете взять и как конструктор слепить в этой системе что угодно, там, молекулярную систему. Более того, когда вы чуть отойдете от как бы конструирования подальше, вы увидите, что молекула реальная. Можно создать молекулу кислорода или вообще просто увеличить количество кислорода, да? Создать кислород в любой системе. Таким образом, ну, не обязательно только кислород. То есть вы начинаете понимать, что конструкция вечности — это строительный материал для, вообще говоря, любой системы. При этом настолько жестко проявленный строительный материал, то есть вечность в логическом понимании, это, в общем-то, ну, понятно, что бесконечная величина, и в данном случае она как бы осознается как система постоянного развития, часто и так далее. Но в логике она существует в виде конкретного строительного материала, значит, где вы начинаете видеть, что данный материал передается конкретно Богом, то есть вечность — это структура материала, передаваемого Богом человеку. Можно так выразить, что есть, ну, скажем, мастер, да, вот Бог делает конкретную работу, то это просто материал, и тогда надо смотреть, как работает Бог, и клеить, как бы строить какие-то события. Получается, что все управление в данном случае переводится именно в структуру работы таким способом, так скажем, даже построение каких-то зданий, лечение. Вот здесь очень четко выражен принцип именно универсальности действия. Здесь совершенно четко видно, что действие изначально оно не имеет как бы вектора действия. То есть можно взять разные структуры, слепить как бы, да, сконструировать из них простым переходом мышления любую другую, вообще говоря, систему по форме, сказать, что вот это пусть будет молекулой, да, взять, создать молекулу, потом можно реально эту молекулу увидеть как через, например, управляющее сновидение, так вообще через микроскоп и так далее. То есть таким образом вы видите, что ваше управление не зависит от внешних систем. И если данные системы где-то потом проявляются, всегда можно найти свой собственный статус. То есть вы вводите себя в жесткую форму управления, которая, кстати, не меняется уже внешней коллективной реальностью. То есть достаточно, получается, научиться системе управления, ну, хотя бы один раз в чем-то, зафиксировать свое положение в пространстве информации. Тогда как бы там, ну, как бы не выкручивалась, да, система внешней реальности, вы остаетесь постоянно в уровне устойчивого положения в прошлом, в любой системе информации. Это придает вам уверенность, что вы знаете будущее, и когда вы начинаете уже действительно его знать,
ясно, что вы защищены тогда структурой вечного развития. То есть вас ничего не может сместить на уровень, ну, предположим, там, не вечного развития. И получается, что здесь очень четко выявлен такой критерий, что внешняя динамическая вечность, то есть здесь вечность начинает приобретать свойства среды, то есть динамическая среда вечности. Это, в общем-то, постоянно движущаяся оптика света, материи. Там видны целые судьбы людей. Вот здесь можно сразу посмотреть судьбу и сделать ее счастливой. Вот здесь начинается более, как бы, так скажем, ну что ли, информативно выявленный, более тонкий, ну как бы более такой сопоставимый с действием Бога, иногда совершенно совмещенный уровень управления. Когда вы делаете такое управление, человек может не воспринимать это как уровень именно управления какого-то внешнего, потому что это и есть его судьба. В данном случае происходит действие без влияния на судьбу. То есть вы фактически просто получается, что вы Богу показываете, вот увидели сразу всю картину судьбы человека, и тогда Бог, зная, что вы это видите и можете исправить, сам делает управление. То есть здесь вы можете показать ту структуру, где Бог лично управляет, потому что вы это как бы просите. То есть вы видите некие искажения там, да, в судьбе или там, в здоровье, и тогда вы видите, что Бог вам делает. То есть вы видите, что работает конкретно Бог. Тогда, выделяя именно структуру управления Бога, когда она четко выявлена, да, в этой системе, ведь однозначно сказать, где исключительно Бог, понятно, что Бог правильно во всех системах, но вот, чтобы выделить свою систему, вашу личную, вам все равно нужно очень четко определить вообще, как выделить работу Бога конкретно. Вот в этой технологии, когда движение вечности к вам, развитие вечности к вам, вы можете выделить работу Бога. И тогда получается, что здесь работа человека, она ведь строится все равно по подобию Божьему, даже в его работе. Не обязательно это только форма. Получается, построить молекулу, построить систему достаточно просто. Построить, например, орган, взять просто точки вечности, точки вечного развития возле даже органа, но можно и в самом, просто там будет более напряженный уровень работы, более динамичный. А можно вокруг поставить, посмотреть на этой технике, как, откуда идет управляющий поток, какое свечение дает Бог. Просто понаблюдать там несколько секунд буквально. И сделать такое же управление можно, в принципе, с той же точки, то есть это будет, получается, действие Бога, но активированное в личностном плане к вам. А что это означает? Что это движение, опять же, Бога, значит, вечности к вам. Знание Бога — это и есть знание вечности в том числе. И получается, что когда вы переносите на личностный план, то вы получаете точные знания. То есть личность получает точные знания, потому что она и есть, во-первых, совершенно индивидуальный уровень в мироздании. Вот для чего нужны именно личностные, именно свободные характеристики каждого человека. Вот так, здесь совершенно четко видно, что это точная просто координатная система. Почему вот события различные совершенно, да? Если там в робототехнике какие-то системы могут делать одинаковые действия, то ясно, что для человека все события должны быть различны. Для каждого индивидуального человека они должны быть различны. И вот различие восприятия, различие в месте положения и так далее, это и есть конструкция вечности, где вечность постоянно двигается к каждому элементу событий. Тогда мы входим в корневую систему вечности. Вообще из чего она изначально растет? То есть откуда эта система? Визуализация, ну, например, что это? Чисто логический довод, да? Сравним с тем, как вот, ну, некое дерево, которое растет. Но тогда где корень, да? Значит, дальше мы входим в понятие, да, мы видим крону, видим дерево, но мы видим, что это есть некое внешнее отображение. То есть некая картинка просто. И получается, что фиксированные формы, то, что воспроизводит человек в виде картин, если он все-таки находит корневую систему в своем сознании, то его рисунок будет вечен. То есть это будет произведение искусства на века, да, или там на тысячелетия.
И когда вы начинаете видеть сознание, вы видите, что мысль — это и есть та структура, которая создает вот эту корневую систему вечности. То есть мысль человека — это есть концентрация, получается, всего мира. На мышлении держится вся внешняя реальность. То есть вы приходите к себе, но при этом не просто, а вы знаете точку, место, где происходит взаимодействие всей внешней реальности, и там, где вечность уже имеет стабилизированное положение. То есть вечность как система практически, ну не обязательно только там, предположим, там, головной мозг или какая-то клетка тела, но это ясно, что структура вашего мышления, может быть, это в бесконечности. То есть здесь понятно, почему мысль может быть совершенно бесконечной и одновременно как конечная величина восприниматься, потому что получается, что движение вечности к вам происходит в структуре мышления, в формировании вашего мышления. И здесь уже видно, что управление, вот именно одно дело мышление, можно промысливать, а вот управлять, то есть здесь вы начинаете выходить на технику того управления, где вы можете дозировать управление, контролировать шагово, по итерациям, то есть промыслить сначала, да, посмотреть со стороны, нравится вам эта конструкция или нет. Совершенно спокойная ситуация, никакой торопливости нет. Дальше конструкция мышления, определяет ли она истинные позиции какие-то, да, в реальной жизни. То есть посмотреть, если там чего-то не хватает, добавить в конструкцию мышления, работать с мыслью практически как бы перед собой. И как только вы внешним просмотровым действием убедились, что конструкция построена на мышлении, она правильная, спокойно берете, как бы подключаете к структуре управления, то есть вечного развития. И получается, что тогда система управления, она не только динамичная, то есть вот есть управление, какие-то технологии, да, как бы постоянный поток информации. А здесь можно спокойно работать в известной системе координат, так же, как вы решаете какую-то задачу статическую, так же, как вы какие-то даже элементарные действия, там, может быть, даже сложные, сверхсложные, ну, по крайней мере, те действия, которые вам понятны, знакомы, вам не надо торопиться, да, как прогулка в парке, так скажем. Ясно, где какая скамейка стоит, и вполне понятно, откуда какой листочек можно как бы сдуть. Он лежит, и его никто не трогает. Это та же самая конструкция. Работа в структуре вечного развития, или, вообще говоря, реальной вечности, говорит о том, что существуют события, где есть спокойное место для работы. Ведь вечная информация содержит любой набор позитивных систем. И тогда, получается, вы можете на логике, вот достаточно вам промыслить, почему мысль рожденная — это и совершенное, на самом деле, событие, именно в созидательном плане. Потому что здесь можно это событие вытянуть и вообще определить картину развития. То есть для этого тогда не надо тратить время на, например, там, какой-то специальный там, творческий посыл или входить в специальное состояние, и на этом основана именно система, ну, скажем так, которая называется духовным знанием души, или там иногда называют там, яснознанием, да, управляемым ясновидением, где вы постоянно знаете точно, но вам не обязательно, например, для этого какие-то делать упражнения или там как-то, например, специально развивать систему своего управления. Просто вы находитесь в правильном понимании позиции этого мира. И когда вы знаете, то весь внешний мир становится в позиционно правильное положение, то есть вы находитесь в реальной системе управления, вам не нужно как-то технологически, что ли, наращивать то, что у вас вообще часто просто изначально есть, главное просто к этому прийти, ну там, пораньше, да, или позже. И получается, что задача именно вашего личного развития, это и задача, в данном случае, вообще все-таки любого объекта информации. Вы начинаете понимать, почему Бог вообще создал именно макровселенную, вот именно ту, которая и одновременно очень приближена, и одновременно в будущем имеет вечное развитие. Потому что динамика вечности — это и следующая реальность, с которой можно все создавать. Если бы не было, например, заложена система развития, то как бы создался элементарный материал для строительства реальности. Но у Бога еще стоит задача контролировать всю систему развития, да, чтобы не было там коллапса и так далее. Получается, что система контроля — это, опять же, вечное развитие взаимное всех объектов информации. Другого вообще нет. Потому что принцип полной свободы воли, значит,
вкладывать смысл вечного развития. Тогда система становится мягкой, она не уничтожает, она только развивается как бы одновременно во внутренней системе и одновременно во внешней. Также устроен человек. У него есть внутренний мир и есть как бы внешняя среда. Да? И получается, что исходя из этого становится понятно вообще, почему Бог так вот именно построил человека с точки зрения вот как бы элементов внутреннего так называемого мышления. Но по сути человек огромная, сверхсложная, ну как бесконечная что ли по уровню сложности система. То, что сейчас это как бы такая общая точка зрения, о которой я, да, рассказываю, она более как бы механистическая в понимании информационном, но тем не менее упрощенная система дает очень четкую локализацию, какие сигналы на вас проходят. То есть вы являетесь одновременно и практически, по сути, это всем миром одновременно, вот в своем действии, в своем понимании, да, многосложность процессов. Как только вы переходите в структуру вечности, вы видите, откуда на вас идет какая-то информативная константа, которую нужно видоизменить, да? Где есть информативное давление, что сдерживает ваше, там, например, да, какое-то действие и так далее. И вы начинаете абсолютно четко понимать, что в этот момент нужно делать с точки зрения вечного развития. Причем логически, не путем даже информативного просмотра, а именно логически, находясь в правильной системе своего действия, своего положения. Тогда получается, что достаточно логики, чтобы развиваться вечно. То есть достаточно просто воспринимать какие-то предметы, слышать музыку, и этого достаточно, чтобы строить конструкции вечности. Слышать слова, да? Видеть движение руки. Там. То есть вообще любая информация, это есть информация вечности для восприятия. То есть когда вы начинаете об этом думать, ясно, что именно человек построен в восприятии так, и этим он отличается вот от все-таки других, скажем так, объектов информации любого уровня, что его восприятие создает динамику развития именно живой вечности, то есть возникает именно жизнь. Восприятие человека формирует жизнь. То есть получается, куда бы человек ни посмотрел, там формируется, вообще говоря, линия жизни, улучшается жизнь. Если он начинает воспринимать какой-то объект, и он туда привносит жизнь. То есть развитие жизни бесконечности – это есть развитие восприятия. То есть он должен рассматривать все новые области мироздания и привносить туда жизнь. И все. То есть и получается, что Бог, он же, действуя аналогично, ему действительно вначале было достаточно создать там небольшое количество людей, да, изначально одного, там, следующего человека, и дальше все идет естественно от первичного уровня следующего создания. Так же, как движение мысли, движение информации или движение души Бога к человеку вызывает его собственное создание человека и следующее действие по уже бесконечному развитию. То есть человек сам, получается, выбирает бесконечное развитие, потому что дальше он ведь видит, что от него уже идет следствие, но он же этому следствию дал ход. Он выбрал, и вопрос выбора, опять же, именно в той истинной вечности, именно в той, которая находится в бесконечном удалении, и там уже есть созданный образ человека. То есть он видит себя, и он так себя создает. То есть механизм создания человека, ну, именно тот, который дает ему Бог, заложен в структуре вечности, и человек может иметь абсолютно все связи в своем организме, вообще говоря, любого другого человека, любой системы. И получается, что любой человек вообще способен другого там, оздоровить и восстановить полностью здоровье и так далее. То есть вот эта система, она здесь очень четко проявлена, проблем особых там никаких нет, достаточно только выйти, вот они выглядят как такие очень светящиеся линии на оптическом уровне. Они даже чувствуются как линии, находящиеся как в духовном, так и как бы в душевном плане, в плане души и действия души, то есть в разговоре душ людей. То есть это такой коллективный уровень, где вечность правильно словесно, например, действием, вообще говоря, много ракурсово. То есть там вечность может быть такой, которая, вообще говоря, часто может быть неожидаема. Это может быть обычный предмет, это может быть обычная информация от какой-то фотографии. Да? И получается, что в структуре предметов существуют именно движущиеся к вам системы выявления вечности. То есть она как бы наплывает на вас, и вы имеете структуру взаимодействия, становитесь вечными, но
Если вы действуете, собственно говоря, без системы такого, что ли, целевого управления, то это просто как бы обычные предметы. Вы там не выявляете систему как бы движения вечности в вашу сторону, если не хотите. Но если вы начинаете выявлять, вы начинаете видеть, что в любой системе управления, в любой информации вот эти вот именно проявленные сегменты вечности, чем больше вы начинаете ими заниматься, тем больше приходите к выводу, что, вообще говоря, они занимают сначала основной уровень информации, потом вообще всю систему. То есть вы начинаете видеть любой уровень информации, например, там стол стоит, можно видеть его вечным, именно с этой точки зрения. И когда вы начинаете его видеть, то получается, что создатели стола, вообще говоря, люди, то есть то, что находится вне вечности, да, получается, есть уровень, который находится вообще вне вечности, создания вечности. Это опять человек. Но если мы переходим на логику, да, там человек создал стол, человек создал там, предположим, микрофон, да, но по микрофону проходит там электрический сигнал, например, да, то, что относится к электрическому току. Тогда получается структура вечности там распределяется, нам надо еще контролировать, где в электрическом токе там вечность. То есть статичные предметы, они больше как бы наливаются вечностью, да, как бы яблоко созревающее. А как динамичные системы, любые сложные эти механизмы, они требуют контроля сначала за ситуацией, за ними, а потом выявление структуры вечности в узловом уровне механизма. И вот когда, например, я диагностирую самолет, я просто часто выявляю одну точку, и сразу все ясно. Но я ее все-таки достаточно часто выявляю. И совершенно четко ясно, что вообще во всем механизме. И получается, что это и средства управления, и диагностики, например, сложными системами. Там, где вы видите, ну, там, как капля, своеобразная такая динамика движения вечности, то есть вечность в виде оптического, как бы, каплеобразного такого образования, таким трассирующим, как трассирующий, может быть, такой образ получается. И вы видите, что как только вот этот трассирующий образ вечности попадает в какую-то точку или около какой-то точки, то вы начинаете видеть конкретно уже то, как мир создается сразу в гармонии и в бесконечности. То есть достаточно вам понять в одном уровне управления, каким образом, например, вот эта вот именно структура вечности развивается, то есть как она попадает в какую-то область, то достаточно ясно, что летящий там, например, самолет над просто землей, он не будет иметь проблем. То есть спокойная земля, спокойный самолет. То есть вы видите на уровне одновременно и знания, и одновременно образа. Но дальше, ведь вы воспринимаете какие-то другие элементы управления. Дальше зачем вам видеть образ, когда и так все понятно, да, в будущем? Зачем на это отвлекаться, как бы? И начинается, в другой части, начинается как бы сворачивание этой информации. И поэтому мир так устроен, что есть, например, уровень вакуума, там, где как бы нет, да, физической материи, но по сути это есть уровень, где идет концентрация фактически вечности в условиях, что вам информация предоставляется сразу в управляемом, в общем-то, виде, то есть вы можете управляемый вид информации сделать основным, если правильно можете свернуть события как бы к себе. И получается, наблюдая вечность, можно будущие события уметь как бы сворачивать к себе очень просто. 50% траектории события это одновременно и визуальный ряд, и словесный, да, и как бы информативный, что ясно, что объект, там, типа самолет, долетает, или вообще там, человек, у него все нормально, и так далее. И получается, что когда вы начинаете сворачивать, как бы приближать события, вы получаете вот эту точку будущего, где все нормально, это точка уже текущего вашего времени. А в текущем же времени у вас нормально. То есть, по крайней мере, вы контролируете ситуацию так, что вы, например, можете там выйти в управление так, что, ну, например, сделать управление в текущем времени нормальным. Но
вообще говоря, текущее время тем и отличается, что раз вы сделали управление, значит, есть средства, способы, и поэтому считается, что привлечение в текущее время, и вообще действительно так и есть, это есть уже практически решение событийной конструкции. То есть вы будущую конструкцию выявляете на уровне управляемой системы, тогда получается, что вечное развитие достижимо уже потому, что вы точно знаете, что вы можете привлечь все будущие события на уровень текущих решений. И получается, что такое вот, в общем-то, не совсем оно даже механическое, потому что действие, а здесь дорогой к вам является ваша собственная душа в данном случае. То есть вот пространство, значит, движение, это есть формирование вашей души изначально Богом. И вот когда я говорил, что Бог показывает вам, например, управление изначальное, да, то вот что Он делает и зачем, вам становится понятным вплоть до деталей. Вы начинаете понимать вообще, как Он думает тогда. То есть откуда Он берет мысль, она аналогична вашей. То есть получается, вы очень четко видите, что Его проекция мысли – это ваша мысль. И вы начинаете видеть, что как бы логически-то разделения получается нет, но тогда вы выходите на именно максимальную интенсивность ума, то есть свойства ума по повышению как бы интенсивности, что ли, здесь больше как концентрация ума, вот видно эта позиция, что он настолько концентрирует, что начинается именно то, что называется умом фактически вечности. То есть вечность имеет такое свойство, как, например, ум. То есть ваш ум, чем выше вы развиваете, да, интеллектуальный свой уровень, входит в структуру вечности как бы дальше, глубже, тем больше вы видите, что извне это свойство тоже существует. То есть фактически вы в вечности видите отражение себя, по сути. На уровне личностном вы начинаете видеть, что ведь однотипный уровень сигнальный, то есть вы на уровне сигнала воспринимаете структуру внешней вечности и развитие своего, например, ума. Причем это не касается, что просто понятие, там, например, умный или, например, развивающий ум. Это просто то состояние, когда вы можете видеть, что, например, есть вот это вот именно понятие, здесь нужно выявить ум вечность, то есть вечность как живая величина, которая обладает свойством глубокого, максимально, что ли, вечного ума, да, максимально развитого. Но вечный ум, значит, получается, у вечности, с точки зрения понятийных систем, то, что соотносится у человека с умом, развито бесконечно. Значит, это очень интеллектуальная система. И раз она максимально развита, то у нее, конечно, есть способы контакта со всеми системами. И поэтому, естественно, такое понятие, как вечность, содержит механизм передачи информации в благоприятном для человека виде. Ведь у нее существуют конструкции, те, которые, значит, Бог поставил и показал, как конструкции именно вечного развития, конструкции такие, что автономная величина обладает свойствами, значит, и вечности, и, например, каких-то там конечных действий, имеется в виду, значит, например, там, движение руки человека, там какое движение, где конечное действие соприкасается с вечностью. То есть вы начинаете видеть, что вы, значит, получаете от этой величины практически те знания, которые вам нужны, и получается, что ваше действие, ну, скажем, вашего ума, вашего сознания, это есть действия, проявленные вечностью уже тогда. То есть как только вы начинаете получать знания, вы получаете проявленные в вечности действия свои личные. Получается, что сознание человека, его интеллектуальные действия, ну, скажем, та структура, которая существует вне только понимания там, физической материи, да, это есть уровень перехода между реальным развитием физической материи и тем уровнем, где физическая материя получает информацию о том, как это делать. То есть это фактически это как сознание, это система обучения получается.
И когда вы начинаете именно так взаимодействовать с Богом, с реальностью, то здесь совершенно четко вы начинаете видеть, что Бог проявлен именно как личность, для того, чтобы у вас не было различия в получении информации от некой какой-то абстрактной автономной вечности или же от Него самого. Да? То есть Бог принимает личностные характеристики, чтобы показать, что любой объект информации познаваем, любой объект информации передает истинные, нужные вам знания, причем по вечному развитию. Тогда получается, как только Бог принял физический облик человека, то сразу все системы становятся познаваемы. И вот исходя из этой точки зрения, вы можете сделать такое управление, что вывести свой собственный статус на понимание этих событий, то есть когда вы смотрите на свою личность и видите, что аналогично вы можете вывести как бы структуру всех событий на себя, и тогда вы начинаете видеть, что тогда, естественно, просто даже в обычном движении вашего мышления вы вполне видите целевое, конструктивное управление. То есть ваше мышление, часто это в данной конструкции управления, движение вечности к вам, это и есть самое точное управление. Достаточно тогда только промысливать какие-то ситуации, находясь в этой конструкции, и вы сразу достигаете управления. То есть ваша естественная жизнь – это и есть жизнь вечная. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.